So we've discussed sadhana bhakti part 1, that is Vaidhi bhakti. Мы обсуждали садхана бхакти, и в частности говорили о вайдхи бхакти. А что, микрофон работает? Включаю. Что, ничего? Нет? Я проверил, работает сейчас. And now we'll discuss the second part of sadhana bhakti, that's Raganuga bhakti. А сейчас мы будем обсуждать вторую часть садхана бхакти, это Рагануга бхакти. What is it? This is the definition. What is this one? What is this? Oh, okay. This is the general definition. Yeah. So this is, we always have to keep in mind. This is the verse that runs throughout all the definitions. That is, Anukulam Krishnanu Silanam Ani Abalashita Shunya. It applies to all of the different definitions we have. Итак, здесь вот дается определение, основное определение бхакти, есть также другие разные определения. So even we're doing sadhana bhakti, we should be free of other desires. Если мы совершаем садхана бхакти, то мы должны быть свободными от материальных желаний. But devotees will say, well, I cannot be free of other desires until I reach prema. И преданные думают, когда же я освобожусь от разных желаний и достигну премы. But that is true, of course. Это истина на самом деле. Still, we call this Uttama Bhakti, even if you haven't got rid of all your desires. But at least when you're practicing bhakti, you're not praying for material things. То есть преданные думают, что если вот я освобожусь от материальных желаний, тогда я достигну премы. Но если человек как бы освободился от материальных желаний, это еще не совсем обязательно, что проявится према. So with knowledge, we reject asking for things from Krishna, material things. Знание подразумевает, что мы отказываемся от каких-то материальных вещей. Internally, of course, our desires continue, even into bhava, a little bit of desires. Внешне так и происходит, но внутри все это может продолжаться, желания могут продолжаться. But by this practice, eventually all material desires will disappear. Но практикуя преданное служение, постепенно и все эти желания внутри человека тоже уйдут. If we practice bhakti with material desires, we also become pure eventually, but it takes longer. Если мы практикуем преданное служение вместе с материальными желаниями, то постепенно эти желания тоже уйдут, но на это займет больше времени. And the result is a little different. И результат будет немножко другой. In other words, we don't get the same type of rasa. То есть, другими словами, мы не достигнем той же самой расы или вкуса. So I previously explained that if we do bhakti with a little mixture of karma and we have some desires, we can get sarupya, salokya, sarsti, we get these things. Прежде мы говорили, что если человек практикует преданное служение с какими-то материальными желаниями, с кармой или гьяной, то он может достичь положения там сарупьи, салоки, то есть родиться на той же планете, где Господь, получать такую же форму, как у Господа. So we go to the spiritual world, we get a spiritual body, we can even see the Lord sometimes. Мы можем достичь духовного мира и даже будем видеть там Господа. And certainly we get more bliss than you get from Brahman realization. Или мы можем получить какое-то блаженство от осознания Брахмана. But it is not the same bliss as you get from having a more direct relationship with Krishna in Dasya or Sakya or Sayamana. Но это не то блаженство, которое преданный получает в результате служения Кришне непосредственно в разных расах служения, дружбы и так далее. Okay, so here's just a little outline of where we're going.
We have sadhana bhakti, we discussed vaidhi bhakti, now we're going to raganuga bhakti. Итак, мы продолжаем, мы обсудили садхана бхакти, и здесь мы подошли к рагануга бхакти. These are all contained within the second chapter of this eastern section of the book. И это обсуждается во второй части восточной, ну, как бы восточной стороны этой книги. The first chapter was definition of Uttama Bhakti and the 6 characteristics of Bhakti. Первая часть дает определение Уттама Бхакти и также 6 характеристик качества Уттама Бхакти. And then the third chapter is going to be Bhav Bhakti, and the fourth chapter Prem Bhakti. Потом вторая часть описывает садхана рагануга, третья часть описывает третья часть описывает Бхава Бхакти, а четвертая часть описывает Према Бхакти. But these are very short chapters. Но это достаточно короткие главы. Of course, the rest of the whole book, the other 3 sections, are about Prem Bhakti. So a little bit. Конечно, в книге 4 части, но последние из них не такие длинные, короткие. So this was our definition of sadhana bhakti, engagement of the senses, action of the senses to produce bhava. Дается еще определение, что человек задействует свои чувства в служении господину чувств, и он достигает бхавы. And then we had the definition of vaidhi bhakti, that is, we are dependent on rules and regulations of scripture. И когда мы говорили о вайди садхана бхакти, то мы говорили о том, что эта практика, она зависит от правил и предписаний. So now we have a definition of raganuga bhakti. Сейчас мы дадим определение рагануга бхакти. This is also within sadhana, so we're engaging our senses to get to bhava. Здесь также человек преданный задействует свои чувства в служении Господу для достижения бхавы. So we should not think that someone who's practicing raganuga has already realized Krishna. No, it's a sadhana to get to bhava. То есть мы не должны думать, что рагануга – это удел самореализованных уже душ, которые достигли бхавы. Нет, это определенная часть садхана бхакти. So he may be in bhajana kriya, nishta, ruchi, asakti. Может быть, эти стадии, они протекают на баджана крии, на ручи, на вкусе или на асакти, на ништи, на твердости. So raganuga bhakti means that bhakti which follows after raga. Raga, anuga. Anuga means to follow after. То есть рагануга означает, что человек следует по стопам как бы рагануг. То есть тот, кто следует по стопам имеющих рагу. So here raga stands for ragatmaka bhakti, which means the bhakti found in the people of Vrindavan or Vraja. И он развивает эту рагу, следуя по стопам рагатмика бхакт, то есть преданных, которые являются жителями Вриндавана. So ragatmaka means filled with raga, filled with attraction for Krishna. Рагатмика означает личность, которая наполнена рагой или наполнена привлечением любовью к Кришне. So it refers to the perfect, the Nityasiddha devotees of Vrindavan. И вот эти рагатмики, это совершенные личности, жители Вриндавана. So if our bhakti follows that type of bhakti, it has a very good resemblance to that bhakti, even though it's sadhana, it's called raganuga. И если наша бхакти следует по стопам вот этих бхакт, человек постепенно это делает он в рамках садханы, то такой тип бхакти называется рагануга. So we have the general definition, anusilanam, etc. That's the general definition. We cultivate a favorable relationship with Krishna. Within that, we're doing sadhana, which is engage the senses, kriti sadhya, and then within that, now we're doing following after the ragatmika bhaktas. Таким образом, если взять вот это общее определение, то это преданные, которые
действует с благоприятным настроем, пытается задействовать свои чувства в служении чувствам Кришны, избегает каких-то ненужных желаний, и он следует по стопам рагатмики. So, Rupa Goswami gives a definition of raga. Также Рупа Госвами дает определение раги. In Sanskrit, it's a general term that means attraction. На санскрите это как бы слово означает привлечение. In this case, it means a very deep thirst for the object of love, which is Krishna. So we have a very deep love for Krishna, very spontaneous and deep. В целом это слово обозначает как бы спонтанное, такое глубокое или сильное чувство влечения к объекту любви. When our bhakti is impelled or inspired by that thirst, it's called ragatmaka bhakti. И вот это вот рага или как бы жажда привлечения к Кришне усиливается или развивается посредством рагатмика бхакти. So this type of bhakti is found in the people of Vrindavan. И вот этот тип бхакти мы можем найти только у жителей Вриндавана. So we will not find that the devotees of other forms of the Lord having this ragatmaka bhakti. То есть эту рагу не найти у тех преданных, которые поклоняются или практикуют, поклоняются другим формам Господа. And even the devotees of Mathura and Dwarka don't have this type of bhakti. И даже преданные в Мадхуре и Двараке не обладают таким видом бхакти. So this means that the people of Vrindavan have a very, very, very strong love of Krishna. Таким образом, жители Вриндавана имеют очень сильную привязанность к Кришне. What it actually means is that the love is so strong that they cannot see Krishna as God at all. Их любовь настолько сильна, что они не воспринимают Кришну как Верховного Господа. Immediately we see Krishna as God, the spontaneity and the affection decreases a little bit. И даже если Господь проявляет какое-то свое могущество, то их любовь по отношению к Господу тут же уменьшает это их понимание. So by worshipping Krishna and Vrindavan and all the associates from Vrindavan, we're more or less headed in that direction of having attraction for that type of relationship. Таким образом, следуя по стопам разных жителей Вриндавана, глядя на их пример, человек может развить такую же бхакти, такое же чувство по отношению к Господу. So all the people there in Vraja have this bhakti, or most of them. That is the gopis, elder gopis and gopas, the young gopis, the cowherd boys, Nanda, Yasoda, etc. Even the servants, they all have this ragatmaka bhakti. И вот практически все жители Вриндавана, и гопи, старшие гопи, и мальчики-пастушки, и даже их слуги, они все обладают вот этим настроением рагатмики. So following after the mood and actions of those ragatmaka bhaktis is called raganuga. И вот следование вот этому настроению, следуя настроению жителей Вриндавана, вот это такой человек называется рагануга. So following after means we have not attained that raga yet, but we're going in that direction. То есть следует в этом направлении, человек достигает этой раги. Okay. Okay, what's the qualification for Raganuga Bhakti? Какова же квалификация для Рагануга Бхакти? You have to have a greed for that type of bhava. Необходима жадность к такому типу бхавы, настроения. So that's a very simple qualification. Это очень простая квалификация. It means that we have to be very, very attracted to this type of love and relationship. Это означает, что мы должны просто иметь вот эту большую привлекательность к такому типу любовных отношений с Господом.
So that greed is indicated by when the intelligence does not depend on the rules of scripture and logic. То есть вот эта вот любовь, она не зависит от правил и предписаний и логики. In other words, we do not do our service because we're thinking, well, scripture tells me I must do this. We don't think like that anymore. Другими словами, человек, исполняя какое-то служение, он не думает, что я совершаю это служение, потому что это говорится в священных писаниях. We're doing it because we want to be like the people of Vrindavan. Он думает, что я делаю это, потому что я хочу быть похожим на жителей Вриндавана. And the people of Vrindavan are not serving Krishna because they have to follow scripture. They're not thinking about scripture at all. Жители Вриндавана действуют не потому, что они следуют правилам священных писаний. So Mother Yasoda does her service. Why? Because she says, Krishna is my son. I have to feed him, I have to bathe him, I have to decorate him, I have to take care of him. Как действует мама Яшода? Она смотрит на Кришну и думает, что Кришна мой сын, поэтому необходимо его накормить, одеть и другие вещи сделать. So when under that inspiration, the person doing sadhana bhakti also becomes something like that, and he's inspired by such activities, then that means his intelligence does not depend on rules and regulations of scripture anymore. Таким образом, если человек следует вот за этими примерами, то постепенно его разум как бы выходит, его вот вдохновение и разум выходит из-под влияния просто правил и предписаний. How does he get to that stage where his intelligence doesn't depend on scriptures? By hearing about the pastimes of Krishna in Vrindavan. Каким же образом человек может выйти вот из-под влияния вот этого вот понимания только, что нужно следовать правилам и предписаниям, если он будет слушать деяния жителей Вриндавана. Then he begins to appreciate the sweetness of the relationships in Vrindavan. И слушая вот деяния Кришны с жителями Вриндавана, он постепенно начинает оценивать все больше и больше эти деяния. Then he gets agreed to be something like those people. И таким образом у него пробуждается вот эта жадность действовать так, как жители Вриндавана. So though we are not in the highest level of bhakti, we're not absolutely pure, this hearing process has a spiritual effect on us. Таким образом, даже если человек не находится на самых возвышенных стадиях бхавы и премы, тем не менее, посредством процесса слушания он развивает эту жадность. And this attraction for Krishna in certain moods and different rasas, that is actually a spiritual inclination. Это вот духовное стремление, вот эта духовная наклонность, когда он слушает, у него появляется вот это вот настроение, желание, и это не материальная вещь, это духовное желание. And by this practice, then the next stage is bhava, that relationship actually manifests. The whole mood and relationship manifests within the Atma. И когда человек практикует садану, и он доходит до уровня бхавы, то как бы глубина отношений с Кришной вот в этом настроении, она раскрывается все больше и больше. So this means the hearing process is very important to develop Raganuga Bhakti. Это означает, что в этом процессе процесс слушания о Кришне, о жителях Вриндавана наиболее важным. So by hearing, we appreciate the sweetness of Krishna's rasas with the devotees. Then we develop a greed for it. Then we develop lack of dependence on scriptural regulation to do our bhakti. Таким образом, слушая о том, как Кришна взаимодействует со своими преданными, человек преданный развивает вот эту жадность, и он постепенно выходит из-под влияния правил и предписаний. People with qualified for Vaidhi Bhakti are dependent on the rules of scripture. Преданные, которые следуют садхана бхакти, они зависят от правил и предписаний. And also on favorable use of logic. И также их вера основана на логике.
So previously we saw that the Uttama devotee in Vaidhi sadhana bhakti, he had profound knowledge of scripture and he was skillful at use of logic. Мы говорили о том, что преданный Уттама Бхакта на уровне садханы, он обладает хорошим знанием священных писаний и также обладает логикой для того, чтобы развеять сомнения других. But we don't see such qualifications there for the Raganuga Bhakti, nothing about deep knowledge of scripture and logic. He said, okay, here are the pastimes of Krishna, we develop greed. That's quite different. Но мы видим, что эта квалификация, она как бы, не является вот основной для развития раги, то есть он больше сосредоточен на том, чтобы развивать знания, понимание и логику. А вот основной квалификацией для того, чтобы перейти в Рагануга Бхакти, основной квалификацией является слушание повествования о деяниях Господа. However, when the person doing Vaidhi Bhakti gets to Bhava stage, then he also doesn't depend on the rules of scripture and logic anymore. Конечно, если человек доходит до уровня Бхавы, то есть следуя Вайдхи садхана бхакти, он доходит до уровня Бхавы, то он тоже перестает зависеть от правил и предписаний. Because he sees Krishna directly, so therefore he doesn't need rules and regulations anymore. Поскольку он видит Кришну непосредственно, и вот это главенство правил и предписаний уже в них нет необходимости. So then we can say, well, then he's just like the Raganuga Bhakti. What's the difference? Он тоже действует на этом уровне, как вот Рагануга Бхакта, просто немножко по-другому. So the difference is the perception of Krishna will be a little different. И разница состоит в том, что его восприятие Кришны немного отличается. By doing Vaidhi Bhakti and getting to Bhava, we see Krishna and we're spontaneous, but we also think of him as God. То есть, следуя пути Вайдхи садхана бхакти, достигая Бхавы и видя Кришну, человек воспринимает его так же, как Верховного Господа. And by doing Raganuga Bhakti, then we see Krishna. We don't think of him as God at all. That's the difference. Но если человек следует садхана бхакти и идет путем Рагануги, то, увидев Кришну, он не воспринимает его как Верховного Господа. So, when the person develops that greed, then he's not dependent on rules and regulations. However, we shouldn't think that devotees completely doesn't care for scripture. He also has regard for scripture. И хотя у преданного, который следует Рагануге, у него развивается жадность по отношению к Кришне, также, в общем, тем не менее, он не игнорирует или не перестает следовать правилам и предписаниям. In order to get that greed, he had to hear scriptures, particularly Bhagavatam. Для того, чтобы развить вот эту жадность, ему необходимо слушать священное писание, необходимо слушать Шримад Бхагаватам. And in order to understand the proper sadhana for Raganuga, he also has to go to scriptures. И также для того, чтобы совершать правильную садхану в рамках Рагануга Бхакти, ему также необходимо слушать священное писание. So, in both cases, whether it is Vaidhi Bhakti or Raganuga, there is some dependence on scripture and, of course, Guru as well. Таким образом, следует ли человек путем садханы или Рагануги, ему необходимо слушать священные писания и также иметь гуру. So we don't think Raganuga is some process we can concoct on our own. It's a particular process and it has some rules also. То есть не так, что мы в Рагануге состряпали себе какой-то процесс, придумали его и вот действуем. Нет. А на этом пути человеку тоже необходимо следовать каким-то правилам. Okay, so some of the prominent elements of Raganuga is to remember Krishna in his Vrindavan form and his associates in Vrindavan. So this smaranam is quite important. Таким образом, как бы основным важным элементом преданного, который следует Рагануге, это его постоянное памятование о Кришне во Вриндаване и вместе с его спутниками во Вриндаване. Now there is
hearing about topics, so we can remember things. Но если мы не будем слушать эти рассказы, то нам будет сложно помнить. And the third thing is living in Vrindavan, so that we can also remember Krishna all the time. Также мы видим, что жители Вриндавана, они также находятся в этом настроении и не всегда помнят Кришну. So these are the prominent features of Raganuga Bhakti. Это как бы основной аспект Рагануга Бхакти. So if we see Raganuga Bhakti, but they're not interested in hearing about Krishna at all, and they can't think of Krishna all the time, then it's not real Raganuga. Not Рагануга. If they can't hear about Krishna and remember him at all times. Таким образом, если человек не будет слушать о Кришне, не будет развивать памятование о Кришне, то он никогда не достигнет Рагануги. So, Jiva Goswami says, well, you should live physically in where Krishna lives, such as Vrindavan. If one can't do that, then mentally live there at least. Джива Госвами говорит, что мы должны не только как бы физически жить во Вриндаване, но необходимо развивать определенное настроение. So if we look at the literature of the acharyas, like Prabodhananda Saraswati, etc., Rupa Goswami, etc., we have some very elaborate descriptions of the Dham that you can use for meditation. Если мы обратимся к книгам наших ачарьев, допустим, Прабодхананда Сарасвати или Рупа Госвами также упоминают эти вещи, то они описывают или объясняют вот эту как бы форму, дхаммы, то есть как человек должен там действовать. So, we follow after the residents of Braja, but that takes two forms. Мы должны следовать по пути жителей Враджи, и это имеет две формы. We have our physical body, and then we have our siddha body. У нас есть физическое тело, и также есть освобожденное тело. So our physical body is this one. We do our devotional service, hearing, chanting, etc. Своим физическим телом мы можем совершать разные виды преданного служения в святом месте. So we look like a regular devotee doing sadhana. Таким образом мы выглядим как преданные, которые практикуют садану. So the siddha deha, the siddha body, is a form that we choose according to our particular rasa to serve Krishna in meditation. А вот ситха тело или как бы совершенное тело, оно как раз через него мы развиваем определенный тип расы через вот медитацию на Кришну. So if I want to develop sakya rasa with Krishna, then the suitable form is a cowherd boy. Если я хочу развить дружеские отношения с Кришной, как мальчик-пастушок, то вот это вот тонкое настроение проявит тело мальчика-пастушка. So the cowherd boys please Krishna by playing with him. И мальчики-пастушки удовлетворяют Кришну, играя с ним в разные игры. So I can meditate on serving Krishna by playing with him, but I have a form of a cowherd boy in that meditation. I'm serving Krishna in meditation by playing with him, and I take the form of a cowherd boy to do that. То есть таким образом в медитации, служа Кришне как мальчик-пастушок и играя с ним, постепенно развивается вот это тело мальчика-пастушка. Each rasa will have particular form suitable for the rasa. В каждой расе есть определенный тип как бы тела, форма для совершения этой расы. That is why Lakshmi could not participate in the Ras Leela. Вот почему, когда Лакшми пыталась принять участие в Расалиле, only the gopis forms could participate in the Ras Leela. У нее это не получилось, только гопи могли участвовать или присутствовать в танце раса. Lakshmi did not have a gopi form. У Лакшми нету формы гопи, она является жительницей Вайкунхи. So she could not enter into that rasa. Поэтому она не смогла войти в эту расу. So we meditate on the form and we perform service mentally. So we have external services like normal, and we have our internal service.
Таким образом, как бы медитируя на определенную расу, на определенную форму, постепенно у преданного развивается вот эта совершенная форма, а чисто физическим телом он совершает те виды деятельности, которые соответствуют садхане. So if we have a desire for Madhurya Rasa, then we will meditate on service in a gopi body, Sakti body, following after Lalita Vishaka, etc., Rupa Manjari, etc. Если преданный хочет развить Мадхурьи расу, то он медитирует на тех преданных, на гопи, на Лалиту, на Вишаку, на Манджари. If we have a desire for Vatsalya Rasa, then we meditate on being an elder Gopa or Gopi, taking care of Krishna like Nanda and Yasoda. А если преданный хочет развить отношения в родительской расе, то он медитирует на старших гопи или гопов, или на Нанду и Шоду. So this we do in our meditation. И это все делается через медитацию. In our physical body, then we do services following after our acharyas, like Rupa and Sanatan. They were chanting, they were worshipping the deity, hearing scripture, discussing scripture, etc. Физическим же телом мы следуем предыдущим ачарьям, как поклоняемся божествам, совершаем слушание, воспевание и другие процессы. So in our physical body, we're doing the sadhana like a regular devotee, and the other one, we have our siddha deha, and we use that for meditation on our service. С своим физическим телом преданный служит так же, как садхака, а вот своим тонким, вот этим совершенным телом он служит через медитацию. So this siddha deha is not actually your real spiritual body, because we're only doing sadhana. Вот эта ситха деха не является вашей вот этой формой в духовном мире, потому что здесь преданный еще находится на уровне садханы. So the real spiritual form will manifest in bhava and prema. Настоящая духовная форма ваша проявится на уровне бхавы и премы. So simply because a person says, "Oh, I got my siddha deha from my guru," that doesn't mean that he's realized anything. This is just a practice to attain in bhava stage. So he's still doing sadhana. А вот как некоторые преданные говорят, что вот мой духовный учитель раскроет мне ситха-деху. А нет, на самом деле это ситха-деха, его вечная форма проявится на уровнях бхавы и премы, но для того, чтобы достичь этих стадий, необходимо практиковать какую-то садхану. So the principle here is like in Bhagavad Gita, where Krishna says, "You think of me, you come to me. Whatever you think of at the time of death, you attain that in next life." The principle of what's in your mind, you attain that. Принцип Кришна говорит в Бхагавад-гите, то есть о чем ты думаешь, туда ты и пойдешь, то есть о чем ты думаешь в момент смерти, этого состояния ты и достигнешь. То есть идея вот в том, что, о чем человек медитирует. So by concentrating on a particular form that we desire with a certain rasa in relation to Krishna, then we attain that body. И если человек медитирует на какие-то отношения с Господом, развивает это желание, развивает эту расу, то, оставив тело, он достигает этого места. Of course, even if we don't follow this process, and we simply chant Hare Krishna and do whatever, or even if we're not in the sampradaya, we're in another sampradaya like Sri Sampradaya, and we do our sadhana and we get to bhava and prema, we end up with a spiritual body anyway. Конечно, то есть если человек совершает эти процессы преданного служения, он находится, допустим, в других каких-то сампрадаях, практикуя, он достигает состояния бхавы и премы, так или иначе он этого достигнет. So if we do Vaidhi Bhakti and we get to Bhava and Prema, we also get a spiritual body. А если мы следуем асадана бхакти и потом достигаем бхавы и премы, то мы также получим это духовное тело. You will also be suitable to our particular service. И также это необходимо, утверждать определенным типом служения. So this particular method of meditating on your siddha deha simply makes the process a little more quick.
and a little more accurate. So you get exactly what you wanted. Но если человек вот целенаправленно практикует вот эту медитацию на какую-то на какой-то тип отношений, то он достигает просто этого быстрее. Процесс реализуется быстрее. Okay, so even if we're doing Raganuga Bhakti, we accept those angas of Bhakti which we described yesterday or this morning, and Vaidhi Bhakti angas like hearing, chanting, remembering, worshipping the deity, etc. And they're favorable for Raganuga also. Если человек следует методу Рагануги, то ему необходимо также принимать те процессы анги преданного служения, которые мы обсуждали сегодня утром, там слушание, воспевание, тилаки там и все остальное, потому что это также благоприятно для развития его раги. We shouldn't think that I'm practicing Raganuga, I can stop chanting, I can stop hearing, stop association. Не нужно думать, что если я вот стал на путь Рагануги, то я останавливаю свое поклонение божествам, воспевание, слушание и все остальное. So we have different types. Different types of Raganuga. Также есть разные виды Рагануги. And this is according to the different rasas we have in Vrindavan and the different devotees following these rasas. Это зависит от того, что есть разные жители Вриндавана, и в зависимости от того, за кем человек следует, он развивает тот или иной вид расы. So we have Madhurya Bhava, that is the relationship between Krishna and the gopis. Если человек развивает Мадхурья Бхаву, то он следует по стопам Кришны и Гопи. So this takes two forms, Madhurya Bhava. One is direct relationship with Krishna. Есть two types of what? Yeah, Madhurya. Есть как бы два вида Мадхурии. One we desire direct enjoyment with Krishna. Один вариант это когда человек непосредственно желает общаться с Кришной. And the other is simply desire the mood like those persons who directly serve Krishna. А другой это иметь такое же настроение, как у тех личностей, которые хотят непосредственно общаться с Кришной. Okay, if we do Vaidhi Bhakti and we desire Madhurya Rasa with Krishna, what happens? Если мы делаем Вайди Бхакти, у нас есть желание Мадхури, то что происходит? One is you could go to Dwarka and be like the queens of Dwarka. То есть нету этого желания, тогда вы попадете либо в Двараку или там станете царицей Двараки. They also have Madhurya Bhava, but they see Krishna as God also. Это тоже Мадхурья Бхава, но в данном случае преданный воспринимает Кришну как Верховного Господа. But of course, generally a person who desires that would also desire Dwarka, therefore he would worship Krishna, Rukmini and whatever like that instead. Конечно, если преданный желает развивать такой тип отношений, то он медитирует на Кришну, там Рукмини, Сатипхаму, другие цариц Двараки. So, if I'm worshipping Radha, Krishna, and Lalita, and Vishaka, and Vrindavan in Vaidhi Bhakti, why would I go to Dwarka? I should go to Vrindavan also. Но если преданный следует садхана Бхакти, он медитирует на Радху, Кришну, на других каких-то гопи, то почему он должен тогда оказаться в Двараке? То есть он должен приблизиться. So Vishnu Chakravarti explains, yes, you can go and see Radha and Krishna and cowherd boys and Nanda and Yasoda, but in another place called Aishvarya Goloka. In which? Aishvarya Goloka. Yeah, in which? If you worship Krishna through Vaidhi Bhakti in Vrindavan form. Но если человек поклоняется и следует путем Вайты Садана Бхакти, поклоняется Радхи и Кришне, то да, он тоже достигнет Галоки, но Айшварья Галоки. So we realize Krishna in his cowherd boy form, but we also see him as God. Он будет осознавать Кришну как мальчика-пастушка, но при этом он будет понимать положение Верховного Господа одновременно. Okay, so then besides the Madhurya Bhava, we also got the other things. So we got Vatsalya, and we got Sakya, and we got Dasya. So we follow after ideal persons in Vatsalya like Nanda and Yasoda, or cowherd boys like Subal or Sridhama, etc. И, но если преданный следует
Итак, вот есть разные эти расы. Если преданный будет следовать по стопам рогатник, которые являются идеальными примерами в этих расах, в родительской расе Мамы Ешоды, Нанда Махарадж, в дружеской там Субал и так далее, то он достигнет этой раги. So generally we think that Raganuga means, Manjari Bhava, but actually there's many varieties and different rasas of Raganuga. Так в целом мы можем думать, что рага это вот те преданные, которые практикуют настроение там манджари или каких-то гопи, но есть большое разнообразие этих настроений, скажем. So, in the Vallabha Sampradaya, Vallabha was an associate at the same time as Chaitanya Mahaprabhu, Vallabhacharya, in his Sampradaya, they are all doing Raganuga Bhakti with Vatsalya Rasa. Например, Валабха Сампрадай, Валабха один, в общем, жил во времена Господа Чайтаньи, вот они тоже рагануги, но они развивают дружеские отношения. So they say Krishna is a baby and they want to take care of him as the parent. Родительские отношения, поскольку они видят, воспринимают Кришну как своего ребенка, как от того, о ком нужно заботиться. And they don't have any Vaidhi Bhakti at all there in that Sampradaya. Don't have? No Vaidhi Bhakti. Raganuga Bhakti. Вот в этой Сампрадае там нету варианта Вайдхи, Садана Бхакти, они в основном развивают Рагануга Бхакти. Okay, so we have varieties of Raganuga, so it's not only Madhurya Bhava. Okay. Так есть большое разнообразие этих Рагануг, не только Манджари Бхава. What causes this getting Raganuga Bhakti? It is mercy of Krishna and the devotees. Какова причина того, что человек может обрести эту Рагануга Бхакти? Это милость Кришны и его преданных. So, by doing Vaidhi sadhana, then we get to bhava and we get to prema. Or doing Raganuga sadhana, we get to bhava and prema. Either way. Итак, вот два варианта. Если человек следует Вайдхи садана Бхакти, то он достигает Бхавы и Премы. А если он следует Рагануга садана Бхакти, то он тоже достигает Бхавы и Премы. By either process, we end up with prema and rasa. Према и rasa. Rasa. Yeah. Prema and rasa. What is it? Either process, we get prema and rasa. То есть любой из этих процессов, он приводит человеку к преме и расе. And either process, we get a spiritual body. И любой из этих процессов позволяет человеку обрести духовное тело. And by either process, we can realize Krishna also. Оба эти процесса позволяют человеку осознать Кришну также. The only difference is that in Raganuga, we don't see Krishna as God. If we're doing Vaidhi Bhakti, we'll see Krishna as God also. И единственная разница состоит в том, что преданный Рагануга не воспринимает Кришну как Верховного Господа, а преданный Вайдхи, он воспринимает Кришну как Верховного Господа. And it's also described that if you do Raganuga, the process becomes quicker. Также описывается, что вот этот процесс Рагануги позволяет преданному быстрее достичь совершенства. There is a process called Siddha Pranali. Есть процесс, который называется Сидха Пранали. This was introduced actually in Puri, Jagannath Puri. Этот весь процесс started in Puri by Dhyan Chandra Goswami and Gopal Guru Goswami. Этот процесс, он как бы был начат Dhyan Chandra Goswami, который в Пури, в Джаганнатха Пури. Yeah. So they wrote several little books on this process. Он в своих там книгах описывает, есть несколько книг, в которых он описывает, как это Сидха Пранали все проявляется. So in this process, the guru will give the disciple a particular identity as a manjari. И там описывается, что вот в этом процессе гуру дает своему ученику определенное отождествление с манджари. So then you say your name is so and so manjari. Допустим, он говорит, что твое имя, Any name. какая-то манджари. Какая-то манджари.
Sundari, Manjari, whatever. He'll give you a name. Итак, он дает вам имя. And age. Your age is like 7.5 years old, or 6 years and 2 months, or 5 years old and 10 months, whatever like that. Gives you an age. Также он говорит ваш возраст, допустим, вам 17 лет, там 3 месяца и 5 дней. You get a complexion, your color, because they're all different colors. Some may be red, some may be green, some may be blue, some may be purple or whatever, white or golden or whatever. So you get a complexion. Также он говорит о том, какой вы комплекции, какого цвета ваша кожа, и она может быть разной, красной, желтый, зеленый, золотистый, разные виды. And you get a certain dress. Each manjari and gopi have different colored dresses. Также он говорит о том, какая у вас должна быть одежда, поскольку разные манджари носят определенный цвет одежды. And you have a particular service. И также он указывает на служение. So some gopis are serving bidona, some are fanning Radha and Krishna. Некоторые гопи делают, допустим, бетинг, некоторые омахивают Кришну апахалами. Some are holding mirrors so they can Radha Krishna can see their. Некоторые держат зеркало перед Радхой Кришной, чтобы они могли посмотреться. Некоторые предлагают сладости. So you get your particular service. Таким образом, они совершают какое-то определенное служение. And then you're in a group, a certain group. Of course, generally they're all in Radha's group. So you get your group, which group, and you have a group leader, etc. So you're following a particular group of manjaris. Итак, также вас размещают в какой-то группе, объясняют, какой вы группе, кто у вас там старше в этой группе, какая манджари старшая. Okay. So the guru gives the disciple these. Actually, there's 11 items. Таким образом, гуру дает ученику там вот 11 пунктов. So then with that identity, you're supposed to imagine that particular form with a particular color, particular service, particular dress, and then you meditate on serving Krishna throughout the day with that form. И вот ученик, он медитирует на вот эту на цвет кожи, на возраст, на одежду, на какое-то служение, которое он выполняет в этой ситха-пранали, постепенно развивает отношения с Кришной. So this was started, it says in Puri, it spread to Bengal, and then it went to Vrindavan, and the Babajis and the Goswamis do this type of process. They give this Siddha Pranali to certain devotees. И вот эта традиция началась там в Пури, потом она перенеслась в Бенгалию, потом в Вриндаван, и вот Бабаджи местные, они пользуются вот этим процессом, дают ученикам такую форму. Okay, anyway, that's one way of getting your Siddha Deha. It's actually not mentioned by Rupa Goswami, that particular way of doing it. That's one way to get your Siddha Deha through a Siddha Pranali from a guru. Есть один путь достичь Сидха Дехи, один из путей это узнать о Сидха Пранали от своего гуру. In Vishnu Chakravarti, several hundred years after the Goswamis, he wrote a work called Ragvartma Chandrika. Вишваната Чакраварти Такур, который жил после Госвами, он написал там произведение Ragvartma Chandrika. Ragvartma Chandrika. So there he says that you could get the Siddha Deha from your guru, from another devotee, or internal inspiration of your own. То есть он пишет, что вы можете достичь вот этой своей ситха дехи, получив это от другого преданного или от гуру, но также она может проявиться изнутри. So therefore, it's not a necessity that in order to practice Raganugi, you would have to go to a Babaji guru and get a Siddha Pranali. It's a common process, but it's not the only way you could get a Siddha Deha. Таким образом, нам нет необходимости там обращаться к каким-то ситхам или бабаджам во Вриндаване или в других святых местах, чтобы они нам раскрыли ситха пранали. Она может раскрыться и изнутри. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was a little bit critical of this whole process. В целом Бхактисиddhanta Сарасвати Такур немного критиковал этот процесс. Because people would not use it properly. They would get their Siddha Pranali and think, okay, now I'm perfect, but they would never, it was only a practice and they wouldn't practice properly. Поскольку многие люди, узнав о том,
о своей совершенной форме, получив ситха пранали, они расслаблялись и думали, что вот они уже совершенные, то есть им не нужно уже ничего практиковать. In any case, we should remember the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. В любом случае мы должны помнить наставления, которые дал нам Чайтанья Махапрабху. So he says, you will realize all perfection through chanting the holy names. Он говорил, что мы можем достичь всего совершенства через воспевание Харе Кришна Махамантры. So if we chant Hare Krishna sincerely, we could also manifest our Siddha Deha or whatever. And of course, even if we didn't practice the Siddha Deha meditation anyway, when we reach Bhava, we get a Siddha Deha anyway. То есть, если человек практикует воспевание Харе Кришна Махамантры, то эта его ситха пранали, она так или иначе раскроется, даже если человек не получил ее внешне. And Gorkishore Babaji says your Sarup will be revealed in the syllables of Hare Krishna Mahamantra. Или Гауракишора Дас Бабаджи говорил, что ситха-деха это... Ситха-деха вот? Your Siddha Deha will manifest through the syllables of Hare Krishna Mahamantra. Гауракишора Дас Бабаджи говорил, что ваша ситха-деха проявится через звуки повторения Харе Кришна Махамантры. Okay. So Jiva Goswami says you can, if you can't really do Raganuga completely, you can combine Raganuga with Vaidhi, have a mixture. Также говорится о том, что если вы не можете полностью как бы завершить этот процесс рагануги, то он может быть смешанным, то есть частично вайдхи, частично рагануга. So in other words, we can take some of the elements of Raganuga, like an attraction for a certain type of rasa and certain devotees, and we can have a prominence of remembering. То есть, другими словами, можем следовать Вайдхи Садхана Бхакти и привлечься какими-то элементами Рагануга Садхана Бхакти, в частности, привлечься какими-то преданными какой-то расы и помнить об этом, памятовать об этом. And in other cases, we just follow regular Sadhana Bhakti, Vaidhi Bhakti. И также он продолжает следовать процессам Вайдхи Садхана Бхакти. Okay. So, Bhaktivinoda Thakur kind of traces out some sort of stages in Raganuga corresponding somewhat to stages from Shraddha to Prema. Бхактивинода Такур дает разные стадии вот этой раги, начиная от веры до премы. So in Raganuga we have something called the Shravanadasa, the hearing stage. Рагануга имеет стадию Шраванадаса или стадию слушания. Then we call Varana stage. Varana means acceptance. А есть также стадия Вараны. Варана означает принятие. So that's where we get our Siddha Deha, either from a guru or internally or whatever. We get our Siddha Deha. We get our Siddha Deha from guru or internally or whatever, some inspiration or whatever. Мы получаем в данном случае ситха деху от гуру и как бы принимаем ее внутренне. Then we have smarana, the remembrance process using the mind. Следующая стадия это смарана, когда человек погружается в памятование об этом. So we meditate on our Siddha Deha and doing our services in that Siddha Deha. Он медитирует на эту ситха деху и выполняет определенное служение в этой ситха дехе. And this goes through various stages like yoga. We get dharana, dhyana, anusmriti and samadhi. Таким образом, человек проходит через разные стадии, как йога, через дхарана, дhyana и самадхи. And then appana stage. That means our real spiritual body manifests and we see Krishna directly. Затем уровень апаны, где человек осознает уже полностью свою духовную форму и может видеть Кришну непосредственно. So that's no longer Raganuga. We're at Bhava stage by then. И уже этот уровень символизирует не уровень Рагануги, а уровень Бхавы. Then we get to Prema. We have full manifestation of our rasa in the spiritual body. А потом он достигает премы, это полное проявление своих отношений с Кришной и полное понимание своего тела духовного. Then we give up the material body completely. We enter into the spiritual body with our spiritual world with our spiritual body. That's called sampatti.
we enter into the spiritual world, give up the material body. То есть и потом, когда он оставляет материальное тело и уже возвращается в духовный мир, и там уже остается в духовном мире, то вот эта стадия называется сампати. So we have the stages from Shraddha to Prema, so we can kind of put these Shravanadasa, Varanadasa, Smaranadasa, Apana into these stages kind of like that, but it's not exact. At least Bhava would be Apana, and Prema after Prema, then Sampati. We give up the body, go to the spiritual world. И таким образом, следуя вот этим путем от Шрадхи до Премы, преданный проходит также вот эти разные стадии вот своего памятования, начиная со Шравана, даже и заканчивая тем, что он оставляет своего же тела и возвращается в духовный мир. Shravana could start at any stage, probably. Can start from any stage. Yeah. То есть Шравана может, в общем-то, начинаться с любой стадии. But to Varna, to get your Siddhadeha and use properly, we would probably have to be at Nishta stage. Но вот чтобы уже практиковать варана, уровень вараны, то есть получить вот эту сиддхадеху и постепенно начать медитировать на него, как правило, это с уровня ништи. And to get to the stages through Smarana, we go through up to Dhyana and Samadhi. We would have to be very advanced, probably in Ruchi and Asakti. А вот уже практиковать смарану, то есть требуется как вот квалификация у йога дхарана и дхьяна. Это разные как бы формы погружения уже в медитацию. В конце концов, преданный достигает высшей стадии самадхи. So with Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur and also with Prabhupada, we put less emphasis on the Raganuga. Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur. Bhakti-siddhanta Saraswati, он как бы не подчеркивает большую важность именно Рагануги. And the reason, these are some of the reasons. One reason is that in Raganuga there's less emphasis on rules, so their tendency of people was they don't follow any rules. Одна из причин, почему он это делал, потому что если людям давать идею Рагануги, то многие люди расслабляются и перестают следовать правилам. And if we're following Raganuga with the Madhurya Rasa, then by hearing those topics of Krishna and the gopis, we may put in material conceptions. Также, если, допустим, практиковать Раганугу в Мадхурья расе, то для человека необходимо слушать рассказы об играх Радхи и Кришны или каких-то других гопи. И если у человека остаются еще материальные концепции или материальные осквернения, то он может неправильно подумать об этих играх. So to practice properly, we'd have to be somewhat renounced. Но если человек практикует правильно, то у него возникает определенная отрешенность, непривязанность. And if we're to follow this whole process of smarana properly and meditate on our Siddhadeha service all day long or whatever, we'd have to dedicate many hours a day to this process, which is not practical for many people. А также для того, чтобы практиковать вот этот смараном, требуется достаточное количество времени и часов в день, чтобы это практиковать, и это не всегда практично для многих людей. At the end of the Harinam Chintamani, there Bhaktivinoda Thakur describes the Siddha Pranali process and Raganuga, and there he says you should chant 64 rounds a day. Also. Бхактивинод Такур в Харинама Чинтамани он описывает, там в конце этой книги описывает вот этот процесс Сиддха Пранали, он говорит, что если хотите практиковать, то повторяйте 64 круга в день. And there may be some difficulty in preaching Raganuga to people in general, because they're so much involved in material life that it would be very difficult for them to appreciate. Также немного трудно проповедовать вот эту Рагануга Садану Бхакти другим людям в этом материальном мире, потому что для них это не является чем-то ценным и важным. Okay, finished. Any questions? Какие-то вопросы? Неослышимая земля – это место, где зарабатывают карму. А
А это же не относится к животным, они же просто отрабатывают карму. И также маленькие дети, как вот, они не зарабатывают же карму, и с какого возраста это начинается? И животные вот эти. I heard that the earth is a place where we get our karma, develop our karma. But what about the animals and also the small baby child? What about them? Animals are receiving karma. If they were a human being and they did something bad, then they become an animal, so they're receiving karma. But animals don't get karma because their intelligence is not sufficient. They're not responsible for their actions. То есть, что касается, да, понятно, что человек получает какое-то тело, и он уже получает какую-то карму. А что касается там животных, то они получают карму, но они не нарабатывают новую карму, поскольку их разум не очень силен. So small children are kind of like animals also. Дети, они тоже могут выглядеть как животные. They haven't developed their discriminating power of this is right, this is wrong yet. So therefore they're also not subject to making karma. То есть они They don't produce karma by their actions. Требуется какое-то время, пока у них разовьется вот этот различительный процесс, то есть разум, и когда он уже будет развит, тогда они тоже несут ответственность за свои поступки. When they grow up, then they develop enough intelligence, they can understand this is right, this is wrong, and then they have to get their karmas. Как только развивается вот эта различительная способность, что правильно, что неправильно, тогда он уже несет ответственность за свои поступки. Если эта способность развивается только к 20 годам, к 18, до этого несет человек карму, например, вот родители не вложили основу, воспитание не заложили, и человек, он сам по себе не понимает, что хорошо, что плохо, то есть ему не объяснили, но он делал ошибки, например, до 20 лет, это начинается карма. If intelligence of a person develop only to 20 years old, does he take responsibility for his some activity before his intelligence grow? No. Нет, говорит, нет. Similarly, we have maybe retarded children or something, or they grow up, then they're not really responsible again. Ну, то есть мы видим, что, допустим, дети, когда вот они растут и развиваются, они не несут большой ответственности. Здесь была книга про Мадхва-ачарью, и там приводился текст, я не помню, каких Пуран, что за первые 15 лет живое существо нарабатывает 10 тел. 10 что? 10 тел. Ага, he read one book. Книга как там? Мадхва-ачарья, да? Мадхва-ачарья, там просто стих приводился из каких-то Пуран, я не знаю точно. And in this, he read in these books some quotes from different Puranas that till the 15 years old, till to this age, living entity receive, что там получает, что нарабатывает? За 15 лет получает уже нарабатывает 10 тел. To this age, till 15 years old, he take karma for 10 next bodies, 10 next material bodies. Develop from child till 15 years old. By his activities? Produces karma? Yeah. Oh. He develop karma for 10 next bodies. Он говорит, я что-то не знаю. But animals definitely don't. So I think small children, how could a baby, just crying all the time, get any karma for kicking somebody or something? He doesn't even know he's doing it. Difficult to explain that. Трудно это объяснить, потому что, вот как дети, они в какой-то степени как животные, и точно так же, как животные не нарабатывают себе кармы, также и дети не несут большой ответственности за свои поступки в детстве. In any case, it would be slight karma, I would suppose. Just like in the government, if a child commits a crime,
they don't get the same punishment as an adult. Или, например, мы видим в законах государства, если ребенок совершает какое-то преступление, то его не наказывают точно так же, как взрослого человека. Это относится к душе, а не к телу. It То, relates... что душа отождествляет себя с телом, поэтому она зарабатывает. Это вопрос, то есть это вопрос, да, то есть это относится к душе? Нет, это не вопрос. Это как бы... It's related to the soul, not to the body. What's related to the soul? Что относится к душе? К телу не относится. А к душе относится то, что она отождествляет себя с этим. Из-за этого она и нарабатывает это. Because living entities or soul have как отождествление-то? Think about himself as this material body. Therefore, the soul develop some karma for the next 10 bodies. Oh, I think what that means is then that because of his conception, he produces bodies, but it's not a specific sin for that particular action. I think maybe that's what it means. Да, возможно, то есть идея состоит... Take another body. Возможно, идея состоит в том, что вот эта концепция, да, телесная, то есть не то, что он получает реакции за какие-то свои грехи или неправильные поступки, а вот эта вот концепция или отождествление позволяет, то, что он думает о себе как о теле, то это приводит его к новому телу, к новому рождению, получается. Еще можно такой вопрос, откуда взялся Кришна и души, откуда взялись, почему такие вопросы возникают и почему такие вопросы возникают? Может быть, это просто концепция материального сознания, что всего сначала, да, должно было быть начало, но в духовном мире начала нет, но все же хочется понять, вот как, конечно, может быть, не нужно об этом думать, то есть как справиться с такими мыслями, которые приходят, да, вот так. И как мы попали в материальный мир также, то есть душа, каким образом она, если связана, если она связана душа отношениями с Господом, как мы могли уйти от этой любви, да, вот о которой вы сегодня говорили, ведь она у нас была, как мы могли уйти? Sometimes some questions appeal in your consciousness, some questions about from which place Krishna come and another living entities also come. These questions became in your consciousness because in the material world we see that every have some beginning. Yeah. Therefore, sometimes we also think from which place Krishna come and from which place living entities come. And the second question is if we have some love to Krishna, and you described about this, why, how is it possible that the living entities come to the material world from the spiritual world? What's the causes? Well, if we accept things as eternal, then automatically we can't think of any where they came from, because they're eternal. There's no beginning. То есть, если мы принимаем концепцию вечности, то, конечно, не возникает вопроса, откуда мы пришли, мы же вечны. So we accept Jivas as eternal, Supreme Lord is eternal, Prakriti is eternal, and time is eternal. И мы говорим о том, что Верховный Господь вечен, живое существо вечно, пракрити или материальная природа вечна, и время тоже вечно. And karma has no beginning, but can have an end. Карма, она не имеет начала и no end. Can have an end. Не может иметь. May have an end, but has no beginning. So it goes on, no beginning, but can have an end. If we go to the spiritual world, no more karma.
Потому что в духовном мире, то есть карма, она имеет начало, но она может продолжаться тоже долго, но в духовном мире нет никакой кармы. So those are kind of fundamental principles that we accept as the basis of our philosophy. Это вот основной фундаментальный принцип, на котором основана наша философия. So Krishna can appear to take a birth because he comes out as a small child and he grows up and then he disappears, whatever, but actually he's eternal. Конечно, выглядит, что Кришна появляется в этом мире, рождается, у него тело маленького мальчика, потом он растет и он оставляет этот мир, но он вечен. Soul is eternal, Atma is eternal, but we get bodies which are not eternal. Душа вечна, но мы получаем тело, которое не является вечным. So we get a body, it dies, we get another body, it dies. So we're not like Krishna. То есть мы получаем тело, умираем, потом получаем другое тело и так далее. То есть это тело не имеет вечной природы. So in the material world, the jivas are in the state of ignorance. В материальном мире живое существо, оно попадает из-за невежества. But we have a chance of getting rid of the ignorance and getting rid of karma, material bodies, and going to the spiritual world. Но человек может избавиться от этого невежества, преодолеть эти все покровы кармы и вернуться обратно в духовный мир. At the same time, it's not automatically we go to the spiritual world. If we want to stay in the material world in ignorance forever, we can do so. Но это все не происходит автоматически. Мы находимся в материальном мире, находимся под влиянием невежества из-за каких-то поступков тоже. So Krishna makes some arrangement so that we can at least get a little idea about things spiritual by putting us through the gunas till we rise through sattva guna, through varnashram system. И Кришна устраивает постепенно, чтобы живое существо двигалось и выходило из каких-то низших гун, приближалось к саттва-гуне, знакомилось с системой варнашрама и так далее. But to go to the spiritual world, we have to get mercy of devotees. Но что касается духовного мира, чтобы его достичь, необходимо получить милость преданных. So if we practice bhakti, then we can go through this process that's described, and then we get rid of our kleshas, our karmas, etc. Get to Baba's stage, we start developing a spiritual body, we get to prema, fully develops, we give up our body, and we enter the spiritual world. Но следуя процессу, который мы описывали, живое существо избавляется от всяких клеш, ненужных вещей и постепенно развивает вот это духовное сознание, развивает духовное тело и возвращается обратно в духовный мир. So the Supreme Lord is always providing opportunities for mercy because He appears as avatar all throughout the day of Brahma, every day of Brahma's life in all the universes. Господь всегда предоставляет какие-то возможности для получения Его милости. Он приходит сам в различных аватарах или присылает каких-то своих преданных, спутников. And He gives scriptures in every age as well. Также Он дает Писание. And He also has devotees all around the world, every age of every day of Brahma. Он дает общество преданных во всей эпохе на протяжении там всех дней So He Брахмы. gives opportunities to the jivas to take to the process of bhakti and go to the spiritual world. Таким образом, человеку предоставляются эти возможности, он их использует, развивает бхакти и возвращается в духовный мир. But what causes why we come to the material world? What causes? Well, in the material world, it's like karma is anadi. В материальном мире карма называется анади. Okay? So, of course, when Mahapralaya comes, everything is destroyed, everything goes into Mahavishnu. All the jivas sit there for some time. Then they come out. Когда материальный мир уничтожается, мы входим в тело Махавишну, а потом вселенные снова проявляются, и жизнь продолжается. So they're with the Lord, in one sense, but then they come out again, and then they go back in. But they're always in ignorance. Таким образом происходит этот процесс сотворения и уничтожения, но так или иначе мы находимся под влиянием невежества. So though the karma and all the ignorance is anadi, it can end.
И поскольку карма вот называется анади, то есть не имеющая конца, то ну как бы карме нет конца. So that's by the mercy of devotees in Krishna. И можно это все преодолеть благодаря милости преданным или Кришне. But the question was why we come to the material world. What's the causes? Ignorance. Ignorance. Yeah. То есть основная причина, почему мы пришли в материальный мир, это невежество. But ignorance is anadi, no beginning. Невежество не имеет начала. Можно вопрос? Ну, как в невежестве, ведь говорится же, что в духовном мире все полные знания, блаженство. From which place the ignorance come to the spiritual world? Because it's not in the spiritual world; it's only in the material world. But we came from spiritual world to material world. Not if your karma is anadi. In other words, we can't say anything beyond karma if it's anadi. Which is the basic principle we accept from Bhagavad Gita. То есть, ну да, я спросил, то есть какова причина, откуда появилось невежество в духовном мире. Он говорит, что невежество не имеет начала. То есть оно не может появиться. Можно перефразировать вопрос, то есть как мы разлюбили Кришну, мы же его любили. Если оно не может появиться, значит оно там было. То есть оно не имеет начала. Так же, как и живое существо не имеет, к примеру, начала, так... Спросите, почему мы попали в материальный мир, из-за того, что чем мы хотели наслаждаться, что мы маленькие боги. Ну, вот он и отвечает, что невежество не имеет начала. То есть вы спрашиваете, откуда, по какой причине в духовном мире появилось невежество, что мы пришли в материальный мир, правильно? Не по какой причине оно появилось. Вопрос в том, оно там есть вообще? Невежество, да? Да, в духовном мире. Были ли вы там? Does ignorance exist in the spiritual world? No. Нет. We have yoga maya. That's a type of ignorance, but spiritual ignorance is different. То есть там есть йога майя или внутренняя энергия, духовная энергия, она отлична от внешней энергии. Переваривать. Были ли мы в духовном мире? Did we be in the spiritual world? If we're nityasiddhas. What? If we're nityasiddhas. If we are nityasiddhas. Нитья-сиддхи? Если вы нитья-сиддха. Он уже сказал. Because if we're in the spiritual world, we can't fall. А поскольку с духовного мира не могут пасть, нельзя пасть. А почему тогда говорят обратно к Богу? То есть мы возвращаемся. Почему обратно? Why we should return, come back to the Godhead? Why should we? Come back to the Godhead. Why should we go? Because we desire happiness. Почему мы должны вернуться обратно в духовный мир? Поскольку мы желаем счастья. And happiness in the material world is only temporary body. That's all. Поскольку в материальном мире мы имеем временное тело, то в нем сложно наслаждаться. So the jiva by nature wants eternal bliss. Поскольку джива по своей природе имеет вечное блаженство. So we try in the material world with the material body, it doesn't work. И мы пытаемся это желание исполнить в материальном мире через материальное тело, но это не работает. We can try by liberation. Мы можем попытаться достичь освобождения. But liberation is merely the absence of karma and ignorance. Поскольку в состоянии освобождения человек свободен от кармы и невежества. So real ananda takes place by rasa, relationship with Supreme Lord. И также мы можем достичь
достичь ананды через развитие отношений с Верховным Господом. So if we get ananda, then the jiva is satisfied. И когда человек достигает в конце концов ананды, то джива испытывает полное удовлетворение. Спасибо большое. Здесь можно? Да, благодаря чему мы прогрессируем от ступени к ступени? Благодаря чему, да? Да. By which what's the courses would be come from one stage of devotional service to another stage? What's the courses? What's the cause? Yeah. Well, we can say our endeavor plus mercy. То есть здесь необходимо совершать определенные усилия и плюс милость. In other words, we're, let's say, at Bhajana Kriya, we're going through Nartana Vritti, we get to Nishta. So we have to do the acts of bhakti. We have to do the sadhana. So that's our endeavor. Чтобы двигаться по этим ступенькам от Бхаджана Крии через Анартха-ниврити и так далее, необходимо совершать какие-то действия, связанные с садханой. But then we also need mercy of devotees, mercy of Krishna for that advancement. Но для этого продвижения также необходима милость преданных и милость Кришны. Для того, чтобы заниматься рагануга бхакти, то есть медитировать, эти дивы и так далее, нужна какая-то квалификация и разрешение на полночь, или преданный сам может решить, что я вот сейчас буду этим заниматься? Should we receive some blessings from our spiritual master to practice Raganuga Bhakti? Yeah. Or we can start this process personally? Well, we should get blessings and guidance. Да, необходимо получать какие-то благословения и наставления. Мы должны прилагать усилия, чтобы избавиться от материальных желаний? Или они уйдут сами, когда мы занимаемся преданным служением? Should we do some efforts to remove away our material desire, or they remove away when we practice only bhakti? Well, the emphasis is upon the practice of bhakti. То есть в основном подчеркивается, то есть человек оставляет эти вещи, когда он практикует бхакти. So if we have material thoughts coming, then we try to engage our mind and actions and everything in Krishna's service, and that way we Когда человек практикует, он все больше и больше занимает свой ум, тело в служении Кришне, и постепенно все остальное отваливается. Само собой отваливается? Без малейших усилий с нашей стороны? This ignorance and different bad qualities go away automatically, or we should do some efforts. Well, the effort is bhakti. If we do the effort of bhakti, then it will go away. Поскольку вы практикуете бхакти, и бхакти начинает проявляться все больше и больше, то все уходит. Actually, in Bhagavatam it says that Krishna is in the heart. So Krishna, he destroys all the obstacles. Как в Бхагаватам говорится в первой песне, что Кришна находится в сердце, и он уничтожает все ненужные вещи из вашего сердца. So pray to Krishna. Поэтому молитесь Кришне. Лучше он сам все сделает. Krishna do it himself. Krishna do it himself. Yeah, he does, but he also wants to look and see if we're serious. Да, он это сделает, но он посмотрит на вашу серьезность. He won't do it for a non-devotee. Он не делает это для непреданного. He's attracted to bhakti. А он привлекается бхакти. So if he sees you got devotion, then he will do that. Если он увидит в вашем сердце какую-то преданность, то вот он это сделает, он поможет. And if you got a little bhakti, he'll do it a little bit. Если у вас там немножко бхакти, он там чуть-чуть. If you got more bhakti, he'll do more. Если больше бхакти проявится, то он больше берет. So according to your surrender, Krishna will also respond. Соответственно, Кришна отвечает на ваши усилия в предании ему. То есть усилия все-таки нужно проявлять.
It's necessary to do some efforts. Yes, definitely. Да, несомненно. Бесплатно в духовном мире не получится. We have extraordinary mercy in some cases, like putana, but that's rare. Есть, конечно, внешняя милость или необычная милость, как, например, путана. That's called kripa siddhi. Это называется крипа сидхи. For most of us, sadhana siddhi, we have to do our sadhana. Но поскольку мы следуем садхана сидхи, то нам необходимо следовать садхане. So by doing the sadhana, we get mercy. И совершая садхану, мы получаем милость. Какое положение в нашем сознании должны занимать Кришна и Гуру? Ведь мы же не можем напрямую на Кришну медитировать, все же через Гуру, хотя часто все говорят по милости Кришны. Или можно все видеть, что это Кришна, это же сентименты будут. Ну вот как это? То есть какую позицию должен занимать Да, Кришна? есть же парампара, и мы уже на это должны ориентироваться. You said that we should think about Krishna, but which position the remembrance about Krishna must be in our mind, because it's easy for us to think and meditate on our guru or parampara, different acharyas. Maybe it's better to meditate at our guru, because to think about Krishna it's more difficult. Well, we can't separate them, because also Guru, what's he trying to do? He's trying to make us remember Krishna. So we shouldn't separate Guru from, say, oh, I'm going to meditate on Guru, you know. So the two things go together. Но вот процесс памятования о Кришне и о Гуру, они идут одновременно. То есть не так, что если вы думаете о Гуру, то вы не думаете о Кришне. То есть это происходит вместе. And we have processes like Sravana, hearing the pastimes of Krishna, so we can remember Krishna. So if we hear the pastimes of Krishna and we only remember Guru, then that's not natural either. So we should hear the pastimes of Krishna and remember Krishna. Слушая от Гуру о Кришне, вы можете помнить о Кришне, но вспоминая о Кришне, вы также вспоминаете о Гуру, ну и так далее. То есть это процесс такой обоюдный. И получается все равно, когда плоды посвящаешь, то есть надо учителю, просто учителю посвящаешь. If we offer fruits of our activity to the spiritual master, it's also good. Yeah. Service to the devotees or the guru is like serving Krishna. It's a type of bhakti also. Служение гуру и преданным — это тоже одна из анг преданного служения, но также могущественно. So we have all these different angas of bhakti that we described this morning. So they can also be applied to devotees or guru. То есть мы сегодня утром обсуждали вот эти разные анги преданного служения, и там было описано, что нужно служить преданным и гуру. But we can't completely forget about Krishna and only worship Guru either. That's not proper. Мы не сможем забыть о Кришне, если мы служим преданным и гуру. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna.